Привет, я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах, а еще посетил все областные центры Украины. Ого! Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше, потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное приключение по Украине. На чистой машине. Напоминаю, что мы отправились в автотур по замкам Украины. В прошлом выпуске мы побывали в Меджибоже и Каменец-Подольском. А впереди нас ждет Хатын, Бучач, Теребовля и еще много классных мест. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть в округе, мы будем спрашивать у людей, которых встретим по дороге. Ну и, конечно, у интернета. Благо у Kyivstar самая большая сеть 4G в стране. А это значит, что можно прокладывать маршруты, гуглить интересные факты, постить фотки в социальные сети прямо со своего телефона. 4G тягне. Наступным. Яка наступна? Бакота. Парни, спасибо за наводку. Только, во-первых, местные говорят «баката», а во-вторых... Все говорят, Бакату нужно смотреть именно с воды. Дело в том, что Баката находится на реке Днестр. И я специально приехал в село Великая Слободка, чтобы пойти по реке на катере и понять, за что каньон Днестра признан одним из природных чудес Украины. Так вот, абсолютно дикая природа, отсутствие людей и потрясающие виды. Это и вправду чудесно. Вот она, Баката. Только надо еще разобраться, что это такое. Вот это вот маленькая церквушка, капличка на украинской мове. Ага. Ее, это Черновицкая область, ее мужичок, я не знаю, мужчина, который построил сам и своими руками вынес каждый камешек, каждую досточку вынес и построил наверху вот такую вот прелестную, я не знаю, как это назвать, достопримечательность, которая приносит удовольствие всем, кто проходит по Днестру. Это прикольно. То есть там вокруг ничего нету, ни дороги, ничего, он просто... Своими руками на своей спине полностью все вынесено и сделано. Ребят, в Грузии есть церковь, называется Джвари, там, где слияние рек Кура и Араги. Это одна из главных достопримечательностей Грузии. Посмотрите, какая красота. И об этом никто не знает. Давайте ценить и любить то, что у нас есть, а не ездить куда-то туда и смотреть, что у них. Грузия, ты великолепна. Но у нас лучше. А вот это тот район, прям похож на Аризону, в районе, где плотина Гувера стоит. Очень похоже на Черногорию, прям очень. Много таких мест еще? Ну и вот скажите мне теперь, что Украина некрасива. Я вам не поверю. Всегда на подхвате. Часто сюда приезжаете отдыхать? Орел и решка! Вы тут живете? А так вы счастливые люди, да? Мы уезжаем, да? Красиво выглядите. Подскажите, куда заехать, что посмотреть? Вот какое-то необычное, как знающие люди. Подскажите, чем тоже нельзя делиться, что не рассказывать по телевизору.
На Бакату? Да, но к монастырю. Наверх. Обязательно поднимитесь. Туда пускай вас подвезут, и наверх поднимитесь пешком. То есть это Днестр. Это Днестр, это Бакатский разлив. При СССР, когда строили Новоднестровскую ГЭС, здесь были села. Речка была намного меньше и уже, и мельче. ГЭС построили, начали затапливать. Людей выселяли, и здесь под нами затопленные села, где остались дома, церковь, не одна. То есть все как было, так и осталось. И здесь для дайвинга очень обалденное место. Круто. После того, как затопили это все, здесь на дне лежат огроменные самы. Там до 200 килограмм. Дайверы... А как глубоко здесь? Глубина около 50 метров. Ого. Над разливом высится скальный монастырь, куда мне посоветовали подняться. А я советов слушаюсь. Ох, это прям в тему. Фух, подниматься высоко, минут 20. И вот это прям приятные штучки для таких уставших путников, как я. Идем дальше. Ух уж это прикольно. О, залишки скельного монастиря літописного міста Бакота. О, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы такие красивые здесь делаете? Плетем веночки из барвинка. Травники? Травники, да. Избираем травку. Собираем травы, изучаем все. Круто. Ну, то есть вы вот так вот просто собрались в традиционном одезе, Ага. правда? Да. Присоединяйтесь. Давайте присоединюсь. Если можно, привет. Как неожиданно. Нам как неожиданно. А это у вас... У нас кошики есть. Я просто вот честно в таком удивлении, Леха. Это у вас нормальная тусовка, да? Собраться Да, вот мы так со вот всей Украины поболтать? поприезжали. Да, с разных городов. Да? Откуда вы? С Харькова. С Киева. А ты Из Николаева. Запорожье. О, землячка. С Италии? И, грубо говоря, тут стоянка первого человека вообще как таковой на земле. Круто. Мощнейшее место силы. И одежда у нас абсолютно естественная, славянская, украинская. Плащі наші захисні, магічні. Вони тут дуже зручні, тому що дощ тут може піти в будь-яку хвилинку. Ну і відганяють. Змії. Тут багато дуже змій, ящерів. Тут багато змій? Глеб, не бойся. запасний плащ. Берем ленточку, Угу. берем барвиночек. Мы его уже насобирали, назаговаривали. Тут у нас заговор есть. Славянские древние. Угу. Читайте заговор Ага. и шьем веночек. Отрезают, да? Какой Да, длины мне да, его? да. Отрезай на кисть свою. Меряем. На кисть меряем. Один. И другой чуть больше. Угу. Вот в этом особый кайф путешествий. Встречать необычных людей, знакомиться с чем-то абсолютно новым и незнакомым, о чем и подумать не мог. Нам никто
ніхто не повірить, що ми це не подстава. Никто не поверит. Не повірить, скажуть. Не актеры, да. Ладно, спасибо большое. Не буду вас отвлекать. Низкий поклон. Хороших вам трав. Спасибо большое. Ух ты. Ух ты. Сам пещерный монастырь тоже впечатляет. Здесь прям чувствуется какая-то сила. Хочу, чтобы у моего папы была машина джип, и чтобы в квартире был ремонт. Извините, пожалуйста, а можно спросить, а какого года это все? Дивіться, там пише 11-15 століття, це вже християнське. Але оскільки тут при дослідженні були знайдені, да, я вам не сказав, були знайдені і ідоли від 50 сантиметрів 2 метрів. Далі там є один із жертовників, де були саме знайдені знаряддя жертвоприношення, це щелепа кабана, мідний посуд. Скільки він був язичницьким, ми цього вам сказати не можемо. Можливо, 6 тисяч років ще до нашої ери. Сам монастир перестав існувати, скоріше всього, у 15 столітті, тому що в 1434 році сюди приходять поляки, оскільки тут були монахи православні, то католики вони змушені були покинути цей монастир. А потім ще є одна версія. Монастир з'єднаний був з тою верхньою печерою. Відбувається обвал, бо тут був землетрус. І це все було накрито кам'яною породою до 19 століття, поки його знову таки не відкрили в кінці 19 століття. Ну, так коротко. Дякую. Дякую. Вибачте, дякую. И спасибо вам, мы тоже. А вы откуда, расскажите? Из Одессы. Из Одессы? Почему решили сюда приехать? Это все спонтанно, абсолютно все спонтанно, абсолютно. Мы вчера в ночь приехали. Вообще, даже не думали, что здесь окажемся, ну, потрясающе. Видимо, что-то нас сюда позвало. Вывод у меня следующий. Добираться до Бакаты красивее всего по воде, но смотреть на это все нужно отсюда. А мы продолжаем искать для вас неизвестные места, но очень красивые, где можно сделать потрясающие фотографии для социальных сетей. Рубрика «Инстаплейс» от Киевстар. Это место называется Монастырок. Здесь тоже есть старинный монастырь и скалы с шикарным видом. Только я умоляю вас, друзья, помните, что селфи сейчас убивает больше людей, чем акулы и крокодилы вместе взятые. Не загоняйтесь, безопасность превыше всего. Хотя вот отсюда кадр был бы прям офигенский. Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от Киевстар и выигрывайте призы. Все детали в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. На обратном пути Андрей показал мне еще одно потрясающее место. Только где оно, я вам не скажу. Я, если честно, в таком тихом шорохе нахожусь. Шорохи. Это одно из самых больших поселений серой цапли и утки-нырок в Европе. Стараемся сюда по минимуму людей приглашать, чтобы их не тревожить. И благодаря этому уже за последние 5 лет их увеличилось количество просто в разы. То есть они здесь всегда, это их всегда. дом. Это их дом, и больше нигде в Днестровском, скажем, ареале нету такого количества. А почему именно здесь? Что-то они себе выбрали, какая-то роза ветров, какой-то климат, что-то птицы знают лучше, чем мы. У меня просто нет слов, вот честно. Хочется передать вот это вот мое удивление, но... Тогда выключай камеру, давай слушать.
знакомые какие-то, да? Да, это мои друзья. Это Серега, Васька, Саня, Валера. Привет, Серджо! Потому что я немножечко даже высадился. Они как пираты окружили нас. Нежданчик. Но может быть. Нас дали на абордаж. добрый день всем. Вы прям клуб Да, спортивных гонок. да, спортивный клуб, спортивная команда. Днестровская, единственная в своем роде. Риверспорт. О, так это вы удачно приехали как раз. Мы поближе познакомимся. Вау. Здрасте. Здравствуйте, Женя. Сергей, очень приятно. Какую скорость развивать? Вот этот, в частности, до 106 километров в час. Выглядит это, заниматься этим видом спорта для несведущих, это все равно, что пробовать кататься на бревне. Вы когда-нибудь стояли в воде на Блин, бревне? я только что хотел сказать, а можно попробовать? Конечно. И тут же, это то же самое, что кататься на бревне, уже вроде как и Но стрёмно. я же не зря сказал, я увидел блеск в ваших Да. глазах. Поэтому я думаю, что вот мы вас сейчас поставим. Круто! Ну что, Женя, будем, как и обещали, знакомить тебя с аквабайком. Но по простой аквабайкерской традиции нужно сперва на пироге попробовать, понимаешь? Это Kawasaki SXR 1500 кубиков. 1500 кубиков. Да ну ладно, Да. литра Полтора литра, да. Но это новой генерации модель. Она очень скоростная. Не примите за рекламу, но он стоит порядка 10 тысяч долларов. Молодец. Медленно едешь прямо. Спустя всего пару часов и сотню падений у меня начало что-то получаться. Это неимоверно круто! Просто неимоверно! Я вам хочу сказать, друзья, что вот эта вот штука, она, блин, ни на что не похожа. Это, с одной стороны, мотоцикл вот мощный, когда ты давишь и чувствуешь эту мощь. А с другой стороны, лыжи, сноуборд, что-то вот такое, когда ты своим телом вот управляешь. Постоянный баланс. Ну что, спасибо большое. Теперь я еще и аквабайкер. А вот и главный замок на Днестре – Хатынская крепость. Парковка 10 гривен, вход 70. Маленький финансовый отчет. Выглядит круто уже со входа. Ух ты! Смотрите, новые технологии в действии. Загальна інформація. Про Хотинську фортецю. Створення. Мусик, а ты вот 2 года назад здесь был. Да. Были новые технологии? Нет. Понятно, за что заплатил 70 гривен. Да куда они ушли? Не кто-то их украл, а тут все облагораживает. Ну, облагораживается, Да. все покошено, все ухожено. Слушайте, и даже знак «не курить» современный. Не курить и не вейпить. Прикольно.
Я скажу вам честно. Я все время думал, что самая хорошо сохранившаяся крепость в Украине – это Каменец-Подольский. Я ошибался. Тут прям все очень хорошо. Реально, заходишь в каждую башню, в каждую комнату, и здесь что-то есть. Вот кузнецы. Там военные, там оружие. В каждой комнате не пусто. Хорошо. А что там внизу? Орудие пыток. Да, орудие пыток. Посадить на кол. Смотри, есть такое выражение. Смотри, какой кол. Ну это же ужас. На вертикальній дибі підсудній людині зв'язували руки за спиною і підіймали за прив'язану до рук мотузку. Груша. Цей пристрій використовувався для катування жінок, що зробили аборт, брехунів, богохульників, людей нетрадиційної орієнтації. Прес для черепа. Цей пристрій представляв собою прес, прикріплений до стола чи іншої платформи. І далі, вкручуючи гвинт, притискали пластину до голови. Если честно, вот в таких местах, в пыточных, я все время думаю, какое счастье, что мы живем в наше время. Здравствуйте, Лиза. Женя меня зовут. Лиза. Вы директор, да? Да. У меня к вам деловой вопрос. Как так вы прям развиваетесь так массивно и активно? Информационные центры, везде видеокамеры, все в хорошем состоянии. В каждую комнату заходишь, что-то есть. Здесь то, здесь то, здесь то. Здесь оружие, большой выбор. Там пыточное, большой выбор. Как так у вас получается? Працюємо. В першу чергу держава допомагає, фінансує, а по-друге, ми досить непогано самі заробляємо. І всі ці кошти використовуємо саме на реставрацію, на оновлення експозицій. В Кузню тільки відчинили нову нашу експозицію. Ну і зараз буде нова ще експозиція, така вона специфічна, але для всіх людей повинні знати, яка була вбиральня так, в середньовічному замку. Ви робите вбиральню? Називається гардероб, замковий гардероб, який був в свій час. Тому ми можемо так його показати вам поки що. Ми ще його не відчинили повністю. Але... Ой, якщо можна, покажіть. Да? Да? О, ексклюзивчик. Ексклюзивчик. Тандем, да? Туалет тандем. Да. Посидіть. В середньовіччі сиділи. Трави спеціально для того, щоб запаху не було лишнього. Ну, звичайно, щоб була бочка з ковшиком, ми теж поставимо, так, щоб це було для людей так, як... Если не секрет, вот это куда попадает? На стіни. На стіни? Щоб знали десь. Ворогів відлякували. На наступний рік плануємо святкувати 400-ту річницю Хотинської битви війни. Це досить така знаменна дата в історії не тільки нашого регіону, але й всієї Європи, тому що саме в цій війні вдалося зупинити величезну Османську імперію, військо Османської імперії, і надалі не відбулося захоплення земель на той час. Тобто турки розбились об Хотин. Так. Турків було вдвічі більше, і вони не змогли взяти Хотин. Плануємо там, вже вели перемовини з деякими громадськими організаціями, які відтворюють реконструкції боїв. Поляки з Польщі дуже хочуть. Тобто буде Махач? Так. А коли приїжджати? Попередньо плануємо 13 вересня. 13 вересня. Поки що це така дата. 2021 року. Угу. Так. Я в восторге, просто в восторге. Так прям здесь
Глеб, скажи, что я в восторге, и у меня нет слов. Женя в восторге, у него нет слов. Ну, тут правда, аутентичненько. Аутентичненько. Все расписано, все описано на разных языках, все понятно. Ребят, сейчас познакомлю вас с обалденным человеком, очень интересным, у которого интересная мысль по развитию региона. Пойдем знакомиться. Здравствуйте. Доброго Здравствуйте. дня. Добрий день. Женя. Віталій. Ну, показывайте. Нет, подождите, давайте вначале рассказывайте. Давайте все об'єднаємо. І показуємо, і розповідаємо. Показываем. А теперь рассказываем. Я сам альпініст і турист. І, скажімо, за свій там невеликий час проїздив багато, подорожував, багато побачив країн. Гори, Середня Азія, Америка, ну, Європа, багато країн. І ці подорожі, можливо, спілкування, все інше зробили мій, напевне, це, що я роблю, це відповідний світогляд. Я сам біолог. Перша моя освіта вища біологічна. І де я не був, на Кавказі, де я завжди брав якісь рослини. Потрібно брати ті рослини, які принаймні знаходяться на плюс-мінус наших широтах. І ось навколо земного шару, ось це всі рослини в мене є. Всі рослини Ну, з оцього, так. Да. з цієї ширини, От оцього, з усього світу. ось з усього світу. А скільки, який у вас об'єм самого парку? Наскільки він большой? Біля 5 гектарів. 5 гектарів? Да. Не маленький. Не маленький. Це не бізнес-проект на сьогоднішній день. Тому що такі проекти, вони дуже затратні. Потрібен час. Як мінімум, це 20 років. Это будет прям настоящий лабиринт из... Настоящий лабіринт. Да. Класс. Тут висаджено 550 кущів буксуса або самшита. Але це було висаджено 6 років тому назад. Він піднявся, ну і до 1,70 м для того, щоб він порівнявся з вашими очима, ну в середньому 1,70 м плюс-мінус, це ще 5 років. Для бізнесу вкладати гроші і нічого не отримувати, це має бути свідома ідея. А бізнес, можливо, вже Мы аж поэтому потім. и приехали, потому что когда я услышал, что здесь есть человек, который строит дендропарк, так. Ну это звучит. Це дитячий садок. Ми розуміємо, що на цій території зараз домінують свої рослини. Потрібно для того, щоб сформувалася його екосистема. Це коренева система. Тут вона створюється. Ось ці, бачите ви зараз, оці розсадники, ці питомники, то от були яслі, а ці вже підростають тут, і звідси вони йдуть в дендропарк. Ух ти! Це, до речі, червона книга, це тис ягідний. Да, от, до Це речі, червона книга? Да, в мене половина червоної книги. А я вам ще, якщо ми поспілкуємося, то я вам скажу, що ви їсте кедрові орешки, а взагалі кедра існує тільки 4. І до орешків вони ніякого відношення не мають. Але це вже я вам як біолог, це потім розкажу. Це на російській мові піхта, а на українській мові це ялиця. Це в Карпатах, яку ми всі зазвичай рахуємо смерекою, оце ялина. У смереки, тобто у ялини, шишечки ростуть униз, як відрізнити. У піхти ялиці шишечки ростуть, як свічки, уверх. Я хочу, щоб тут от школи цієї територіальної громади обов'язково 2 рази на рік безкоштовно вчителі провели відкриті уроки з дітьми і могли пояснити, якщо потрібно, я поясню, що це є жолуді, вони з дуба, каштани з каштана. В основі дендропарку робиться 3 локації. 10-15 тисяч рослин треба? Да. Ну так Ну, це ж дендропарк. Це ж... Ну, це ж не сад, це дендропарк. Дендропарк починається вже ось з цієї території. Ви бачите паркан з граба. А зараз ми підійшли до другої локації. Це все дендропарк, все дендропарк. Друга локація – це дендрокемп.
можуть будуть зупинитися, поставити намети. Ось ця центральна частина дендропарка, ви бачите зараз, ось ці дерева, ось вона засаджується. Ось там малесенька частина – це сірінгарій. Що таке сірінгарій? Є розарій від рози, сірінгарій сирень. Оце є секвоя, бачите, це секвоя вічно-зелена, це саме найвища секвоя. Та частина більше буде листопадних дерев, а ця від Дністра, ця вся частина, це будуть переважно хвойні рослини. Ви бачите, безпосередньо знаходимося біля Хотинської фортеці, зліва річка Дністер, з тієї сторони державний заповідник Хотинська фортеця. І як ви думаєте, що тут можна в цьому місці робити, маючи таких потужних сусідів? Відповідно, дендропарк. В архітектурі наше серце, що ми це з любов'ю це все робимо. Номера, наприклад, от заходьте. Так як я вам говорив, що я турист-альпініст, є палатки 2+1, 2+2. І так само формую і, як кажуть, для відпочинку житло. Тато, мама, батьки або друзі – це 2 і плюс 1, 2. Вау! Вау, як круто! Підхід має бути не тільки про себе думати. Ми повинні не забувати, що є і малесенькі діти, у них є свій світогляд. Поставте себе на місце дитини, і ви все зрозумієте. Да я вот сейчас смотрю, и я хочу туда залезть просто хотя бы для себя. Но это же балдежно. Понимаете? И таких людей же много, очень много, которые болеют своим делом не ради денег, не ради имени, просто вот горят изнутри. Как же красива Украина, как много мест клевых и интересных. К сожалению, все они, конечно же, в один выпуск не могут поместиться. Поэтому, друзья, если вы знаете интересные локации, которые мы не показали в нашей программе, они находятся на нашем маршруте, обязательно напишите в комментариях. А мы почитаем, поинтересуемся. И еще приедем и снимем их. Ай, красота! Моя следующая остановка оптимистическая. Так называется пещера, в честь оптимизма местных спелеологов. Службу несет. Ей вручили уже бантик, потому что она участвовала уже не только в экскурсиях, и в рабочем выходе. Вот это то, что вы видите. Это старая карта пещеры оптимистическая. Это на 2008 год, на юбилей ее готовили. Боже, она такая огромная. Да, она теперь уже 265 километров лабиринта. Идти можно очень далеко. Насколько сложно это? Вот физически? Или любой человек может приехать и спуститься, посмотреть все эти, допустим, 4 часа? Вы знаете, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что любой человек. Чем она уникальна? В чем ее фишка? В том, что она бесконечна. С своей очень сильной энергетикой, со своим замечательным воздухом. Вы сейчас это все почувствуете. Вы просто пойдете по пещере, и вы почувствуете это. Ну что, пойдемте чувствовать? Ребят, вы только вдумайтесь. Протяженность пещеры в прошлом году подтвержденная была 220 километров. В этом году 260. И уже спелеологи говорят, что это не все. Мы просто еще не нарисовали карту. На данный момент это вторая в Европе по протяженности пещера. До сих пор с 60-х годов так и не нашли конец ее. То есть вполне возможно, это самая длинная пещера в мире. Обязательно по технике безопасности я вам должна рассказать. Смотрите, это огромная пещера-гигант. За каждым... Вот 2 поворота уже не видно света, не слышно звука. Поэтому мы должны двигаться так, чтобы видеть впереди идущего. И сзади идущего. Сзади контролировать, чтобы был человек.
Ну что, врываемся или вползаем, как правильно сказать? Врываемся, но напомню вам, пожалуйста, ребят, мы из пещеры ничего не выносим. Берегем наше чудо. Вот, первый есть. Что, уже поймал? Только на входе уже поймал головой? Да. Я так понимаю, мы все испачкаемся. Обязательно, все непременно, но безнаказанно. Круто, что вот сама пещера, она вроде как туристическая, сюда приезжает огромное количество туристов, но она не вылизана, здесь нету поручней, света, то есть она вот трушная, настоящая пещера. Давай камеру. Вылазь. Ребят, если вы обычный турист и боитесь испачкаться или получить синяк на ноге, это не ваша локация. Но если вы любитель приключений, то вам сюда. Это правда. В некоторых местах нет возможности даже голову повернуть. Каска не проходит. Я хочу вам сказать, это впечатляет с двух причин. Во-первых, очень необычно, довольно-таки красиво, но в глубине души ты мозгами понимаешь, что, не дай бог, там минимальное землетрясение сейчас завалит там, и как бы все, экстримчик. Вы, Женя, зря переживаете. Ага. Вот теперешние землетрясения для пещеры не так уж страшны, потому что геологи ставили специальные ниточки, волосинки, трещины. И когда в 90-х годах было землетрясение, они ни на йоту не сдвинулись. И мало того, пещера выдерживает прямой ядерный удар. Так что вы не переживайте, вы в надежных руках. Главное не заблудиться. Этого я вам гарантирую. Ой. Ой, хорошо. Что это такое? Это Минотавр. Ух ты. Очень неожиданно. Вот идешь по пещере, пещера. Раз, выходишь, тут тебя Минотавр встречает. Ну, эффектно. Есть руки, есть ребята, которые им это нравится, они это любят, и поэтому так и происходит. Герой меча и магии, привет. На Муса чем-то похож. Кстати. Да. Смотрите, нам надо будет идти туда, но давайте заскочим в музей на секунду. Давайте. Не все люди могут идти далеко, поэтому мы собрали в одном месте все образования, ну, часть образований, которые можно увидеть в нашей пещере. Это натеки известняковые, то есть водичка тысячи лет стекает и образовывает вот такие фигуры. Если они желтые, значит где-то проходила жила железа. Если темные, бурые, значит марганец. То есть есть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые срастаются. Сталагнаты, которые срастаются. А геликтиты — это вообще отдельная история. Это подземный лагерь? Это подземный лагерь. Это столовая, это кухня, да? Спальня. То есть каждый приходит, берет лопату и выкапывает себе, что хочет. Хочешь кровать, хочешь диван. То есть, когда вы уходите в экспедицию спелеологическую, вы здесь ночуете, да? Здесь живем неделями. Живем неделями. А сколько таких лагерей? 21 лагерь подземный. А в лагере, я смотрю, у вас и продукты, все вот здесь вот прям хранится. Прям. Главное, чтобы оно было герметично закрыто, потому что 100% влажность. А какая глубина сейчас вот здесь? Ну, сейчас приблизительно метров 70. Фух. Свобода. А тут тепленько. Ого, как жарко. Да, все яркое, действительно. Сочное. Солнце, спокойно. Фух. И воздух по-другому пахнет.
Вообще, оказалось, этот край славится своими пещерами, несмотря на, в общем-то, равнинный рельеф. А тут, прямо посреди поля, находится пещера Вертеба. Да-да, вы не ослышались. Прямо посреди поля. В отличие от оптимистической, пещера Вертеба поменьше и гораздо более обжитая. Тут и подсветка есть, и дорожки, и ограждение, чтобы не упасть случайно. Ну что, едем дальше. В селе Синьков мое внимание привлекли огромные теплицы. Они стоят в каждом дворе без исключения. Я такого, если честно, не встречал. Будем разбираться. Це от ваше господарство? Так. Так? Наше. Ну давайте, хвастайтесь. Мама родная. Что? Вы вдвоем, вот эти вот 3 огромные теплицы. Да. Скажите мне, пожалуйста, честно, не может такого быть, что вдруг неожиданно весь регион славится своими помидорами. Здесь должно быть что-то: свет, солнце, вода, любовь людей. У нас клімат такий наподобу, як в Одесі, Крим. А як це Бачите, так? отако. От у нас гори, у нас тут тепло, вода. У нас зараз звідси взяти кілометрів 5-6. У нас на 2 тижні раніше цвітуть черешні і вишні, як в сусідньому селі. Я вот смотрю на все это дело, правда, у меня не укладывается в голове, как вы вдвоем-то все это успеваете. Это же нужно подвязать, собрать, убрать сорняки. После этого нужно это все сорвать, упаковать, как-то отправить. При этом все это не испортить. Мій батько і теща моя допомагають. А тут у нас такий будиночок є, де еко джмелі запилюють, помідор. А що саме джмелі українською? От бачите, тут бджола не годна дотягнути, щоб запилити. А джміль прокушує і запилює помідор. Він сильніший. А бджола не може цього зробити. Це у вас черрі помідори? Це коктейль, можете його врубати собі, з'їсти. А зараз там криш. Як вони? На смак? Мясистые такие, сочные и не пластиковые. Ні. Знаете, о чем я подумал? В мире есть такая туристическая фишка, когда ты можешь заехать в теплицу и нарвать себе чего-то, как в магазине, купить то, что ты нарвал по весу. А вот пока ты собираешь, ты можешь есть, сколько тебе влезет. Мне кажется, здесь, в этом регионе, это была бы отличная туристическая фишечка. Мне бы хотелось заехать сюда со своим сыном и показать ему, как растут помидоры. А це чорний. Угу. Це вже вони такі і є? Так. Совсем другой помидор. Так, це інакше. Прям совсем другой помидор. Можна цю попробувати, це інакше. Це насіння аж з Арабських Еміратів. А це ваш, основной вид деятельности, да? Так, Основная прибыль. Це основний заробіток наш в селі. А якщо не секрет, скільки помідорів от ви вирощуєте за сезон? От скільки тонн? Є 40 тонн, 50 тонн. Тобто ви прям оптовик? Да. Круто. У нас є 10 кустів помідорів. 10 тисяч. 10 тысяч кустов. 2 человека, 10 тысяч кустов с утра до вечера. Скільки працюєте? Від січня місяця. Ага. З січня починаємо, посів і погнали далі. Процес іде. А у вас ще й огірки є? Є. Он такой прям аж колючий. Прям колючий-колючий. Совсем отличается от того, что в магазинах продается. Вот так вот мы его видим вот таким вот
супермаркете. Он и на смак інший. Це єдиний бізнес, в якому ми виживаємо. Ну и нормально выживаете, я так понимаю. Размахи очень хорошие. Ну, так працює. Хоче працювати, той має. А хто не хоче працювати? Ну, у нас є господарство наверху, ще там люди працюють теж. Там перець вирощують, там не помідори. Теж заробіток для людей. Ну, у вас в селе и дорога хорошая, и так фасады у всех, у домов прям... Ми цивілізоване село. Черт побери, какие у нас открытые люди. Вот в любой двор заходи, и ты выходишь с охапкой чего-то. Ну то дома лучше, як то кажуть. Да? Дома лучше. В ресторані хорошо, а дома лучше. Да. Ну, не ради Ой. пьянки окуянный, а дабы не отвыкнуть. Путешественникам тоже нужно есть. И поэтому я буду искать для вас вкусные и интересные придорожные ресторанчики. А по-простому Трас-кафе. Можно я задам вопрос такой, подкупающий своей новизной? Давай. А владелец Михаил? Микола Михайлович. Микола Михайлович. А, тогда понятно, почему. Сын Миша. Ага. В честь сына, да? Слова словами, а здесь важно на вкус пробовать. Давайте же попробуем. Ой, божественно пахнет. Внутри грибочки, сырочек, мясо. Знаете, друзья, если вы будете в этом регионе, обязательно попробуйте любое блюдо с местными грибами, потому что то, что у нас там в мегаполисах продается, это все-таки ширпотреб. А тут, ну, даже на запах ты слышишь, что это совсем другие грибы. На запах, да? А на вкус? Это вкусно. И прям много всего. Видно, что здесь и сыра много, и грибов много, и мяса много. Ох, а внизу аж сок все это пустило. Вначале, когда принесли этот горщик, и ты его открываешь, ты прям видишь, что оно слоями. Картошка, сыр, мясо. А сейчас, вот, когда оно все перемешано, это вообще мега вкусно. Глеб, что ты на меня смотришь? Ага. Ты тупанул? Заказал себе другое? Покажи, какую картошку ты заказал себе. Это не то. Это круче. Не торопись. Надо есть медленно и красиво. И не картошку из горщика, а салатик. Ты же ж зожник. Фирменный салат Mission City. Пробуем. По сути, мне кажется, что это как греческий салат, только вместо огурцов мясо. Сами помидоры, перец, зеленушка прям настоящая, трушная. Но зачем здесь мясо, не очень понятно. Салат так, на 4. Он неплох, но не вау. Поэтому вернемся к картошке, которая реально вау. Ну вау же. Картошка прям супер. Только расскажи про то, что вокруг красиво. Рассказать, что вокруг красиво? Ну и вокруг как красиво. Покажи туда. Угу. Главное же, что здесь вкусно. А красиво, то уже для другой темы. Ой, хорошо. Друзья, не забывайте, что действует система подвешенного обеда. А это значит, что первый, кто сюда приедет и скажет, где мой обед от дома лучше, получит такую же поляну. Не благодарите.
Едем в Залесщики. В каждом городе живут интересные люди. В Залесщиках тоже есть. Здравствуйте, Женя. Игорь. Да, это уже второй интересный человек в выпуске. Ну, что поделать, если их в Украине много? Теперь расскажите мне, пожалуйста. Во-первых, для чего? Я відрубав пальці, мені їх пришили. Я їх не чую. Та ладно. І я мусив щось розминати пальці і почав паперопластика. Ну, а поєднання пішло зараз то з цим. Ну, а писанки... Вначале, то есть, необходимость, а потом понеслась, Так, да, ну, писанки любовь? я почав десь в 90-х роках почав займатися писанками самими суто. Я зібрав яка колекцію, більше як красота. 30 писанок я зібрав суто нашого Заліщицького району. І їх немає ніде. Подивись, яка краса. І очень хрупко, наскільки я розумію. Ну, ці ще нічого, це домашні яйця, вони не страшно. Оцього страшно в руки брати, я й сам боюсь їх брати в руки. Яйце Посмотри, яка по техніці. красота. Це Обалдеть. воздух, це чистому яйце, на ньому витравлюється цього орнамент. Посмотрите. Просто белое яйцо, но оно такое фактурное, прям. А скільки подивися. часу от витрачаєте на одне, ось, наприклад, ось таке, де дуже багато деталей. Ой, боже мой, яке воно деталізоване. Ну, десь треба 1, 6, 8. Так, щоб Оце не точно. 6-8 годин? Ну, проста писанка, саме менше це 1,5 години. Ну, якщо залежно від оця сеї, то кажу, пару годин треба, де 1, 6, 8. Обалденно красиво. Ну, страусина так, щоб ніхто не чіпав мене. Тут з тиждень треба погратися. Оце вже тиждень. Так. Просто обалденно красиво. Вы меня простите, может быть, я буду повторяться, но это действительно обалденно красиво. И это не сделанные на заводе, наштампованные одинаковые яйца. Это прям вот настоящее яйцо и настоящая Копии не ручная роблю. работа. А это всегда чувствуется, потому что сюда вложена энергия человека. Это, конечно... Ну, писанки треба писати, щоб ніхто не мішав. Ой, я думаю, на Великодень до вас ходять гості на писанки. Кошик покласти, як то кажуть, на шару, то багато. А як ви робите ось Оці от, зараз я покажу. Ось ці. От. А щоб зробити ось таку Це- писанку, скільки часу воно займе? Ну, вона займає тако. День треба її писати пару годин, потім витравлювати, добрий день погратися. Ну і з цим погратися, такого Ще вибрати. день, Ну, ну. днів мінімум 3 дні. Відправляю, вже тако підчищаю, все, що потрібно. Я скрив акриловим лаком трошки, тому що трошки воно Щоб було було- дуже крихке. Откуда ви берете страусині яйця? Купляю. Можливо, десь по 200 гривень знайти. Повне яйце 600-800 гривень йде. Ого! А скільки вже писанок ви зробили? Ой, тисячі. Тисячі? А скажіть, будь ласка, чи можна вас купити писанку? По 30 гривень? Я віддав, Ви- я був вибачайте. задоволений тоді, я був тоді задоволений, що я їх віддав. От я зараз 30 гривень я в завічках не візьму. Какое количество работы мелкой, вот до такой степени красиво это сделать, и это стоит 1 евро. Слухайте, ось є можливість прорекламувати вас. Номер телефона чи як до вас, як зв'язатися? А от і он. Номер телефона. По нему можна заказати. От мені, якщо дають десь зараз от 1000 хтось дасть, я щасливий її продам. А в Києві вона йде від 3,5 вище. Глеб, у тебя есть деньги? А? Давай заберем. Мы скинемся, заберем. Я потом выйду на Андреевский, мы их загоним. Это 300% подъем. Так, И? Бизнес-схема. Бизнес-схема. Участвуешь? Все, открываю новый бизнес. Не удивляйтесь, что мы уехали из Залесщиков. Главная их достопримечательность видна из соседнего села Хрещатик. Залесщики известны благодаря вот этому своему открыточному виду.
красота. Днестр и здесь удивляет. Ну, посмотрите на эту идеальную петлю. Чудо же! Просто вдумайтесь. Люди живут на одном берегу. Вот все соседи на одном берегу. Но одни встречают рассвет в своих окнах, а другие закат. А чого такий колір води? Ну, Дністер, вона є чиста річка за хімічними показниками, так? А це просто опади, дощі і намул. Глина змає. Воно намул зійшов, вода сходить і Дністер чиста доволі річка. А скажіть, будь ласка, оця земля, де ми зараз, вона якась собственность, чи це городу? Є собственность, це є Дністровський каньйон, це Чернівецька область, тут немає такої власності чиєїсь. Це є природний заповідник, так що тут немає власника як такого. Це все належить всім людям. Если это належит всем людям, то, пожалуйста, сделайте здесь смотровую площадку нормальную, чтобы вот такого вот не было, вот такого. Печатаете это место на бигбордах, да, по всей Украине и зовете людей сюда приехать, да, то, чтобы они сюда приехали, сделайте так, чтобы им здесь было комфортно и приятно. Значит, американцу не понравится. В первую очередь американец не найдет это, нет никакого указателя, где это, нет ничего. То есть если бы не Витя, мы бы эту точку искали час. Американец бы плюнул, развернулся и уехал. Да. Задумайтесь, уважаемая власть, если вы, конечно, нас смотрите. А место зачет. В самих Залещиках тоже есть что посмотреть. Сохранилось несколько симпатичных старинных зданий, хотя про некоторые сохранилось сильно сказано. Скажи, пожалуйста, что это за здание? Це синагога. Синагога в радянські часи вона вже використовувалася як електростанція, електрощитова. Бачите, такий гарний фасад спортили просто цими проводами. Що це було? Вже в радянські часи це використовували як терапію до сьогодення. Десь років 10 назад ще була терапія, тобто лікарня. А вообще это место называется Дворец Бруницких, и с ним связано немало интересных историй. Почитайте в интернете. Наразі ми взяли напрямок на розвиток туризму, тобто з громадою, міською радою було зроблено благоустрій, який ми зараз будемо бачити. Це культурні алейки, будуть бесідки, майданчики для дітей. Тобто сама будівля ще буде реконструюватися, да? А ось тут вже... Хорошая набережная. Отличная, да? Хорошо тут у вас. Тихо, спокойно. Красиво. Красиво, да. А что, сам палац будут ремонтувати? Да. Да? Будет вообще бомба. Сейчас главное туристическое развлечение в Залещиках – это сплавы на байдарках. А меньше 100 лет назад здесь был роскошный польский курорт. Тут отдыхали состоятельные люди и называли это Днестровской ривьерой. Из Варшавы в Залещики ходил вот такой вот скоростной экспресс. Сегодня местные волонтеры хотят вернуть былую курортную славу и очищают заросшие пляжи. Знаете, друзья, я родился в Запорожье, а живу в Киеве. И для меня раньше была только одна украинская река – Днепр. Оказывается, это не так. Днестр красивый, неожиданный. Он потрясающе интересный. И я кайфую от того, что я открываю для себя свою страну, чего и вам желаю. Потому что если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны путешествовать по Украине.
Так что вперед!